привет! Как и обещала, сегодня пеку очередной хлеб по одноименному рецепту Джеффри Хаммельмана. Хлеб с изюмом. Для начала приготовим жидкую закваску. Для этого в миску, в которой будет созревать жидкая закваска, выложим 30 грамм пшеничного стартера стопроцентной влажности. Это примерно 2 столовые ложки. Добавим к стартеру 190 мл воды, 150 грамм просеянной пшеничной хлебопекарной муки. Все хорошо перемешаем до тех пор, пока в смеси не останется сухой муки. Накроем и оставим растаиваться 12 часов при температуре 21 градус по Цельсию. У меня на кухне примерно такая температура на подоконнике. Через 12 часов у меня созрела вот такая вот пузырчатая, пушистая, с очень приятным запахом закваска, на которой мы и будем замешивать тесто для хлеба. Выкладываем в дежу тестомеса 100 грамм овсяных хлопьев. Я их измельчила в кофемолке, но это не обязательно. Добавляем 500 мл воды и оставляем на несколько минут, чтобы хлопья немножко набухли. Добавляем в дежу оставшиеся ингредиенты, кроме изюма: 340 грамм закваски, 650 грамм просеянной пшеничной хлебопекарной муки, 200 грамм цельнозерновой пшеничной муки, 20 грамм соли. Вымешиваем тесто в тестомесе первые 3 минуты на первой скорости. При необходимости делаем корректировку по консистенции теста путем добавления воды или муки. Продолжаем вымешивать тесто на второй скорости в течение 2,5-3 минут до умеренного развития клейковины. Тесто в итоге должно получиться достаточно мягким, но не липнущим к рукам. Примерно вот таким вот. Добавим в тесто 250 грамм светлого изюма и продолжим замешивать в тестомесе на первой скорости до равномерного распределения изюма в тесте. Готовое тесто немного округляем, это можно делать прямо на весу, и выкладываем в миску, смазанную растительным маслом. Тесто накрываем и оставляем для брожения на первой расстойке на 2 часа. Через час сделаем тесту обминку. Максимально вытягиваем тесто за один край и складываем его в середину. И так по всей окружности миски. По завершении обминки тесто переворачиваем, немного выравниваем его поверхность, накрываем тесто, чтобы оно не сохло, и оставляем для брожения на оставшееся время. У меня за время брожения тесто увеличилось в объеме раза в 1,5. Дольше я его растаивать уже не буду. Считаю, что это нормально. Выкладываем тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Скатываем тесто в хороший плотненький цилиндр. А затем делим его на 3 части. Каждая часть – это будет наша будущая булка хлеба. Размер ее корректируем по своему желанию. Каждую часть округляем, а затем каждой части придаем круглую или овальную форму, то есть ту форму, которую мы захотим увидеть в нашем готовом хлебе. Я буду придавать своим заготовкам овальную форму. Выкладываем заготовки на противень, покрытый пергаментом, накрываем их, чтобы они не заветривались, и оставляем на второй расстойке на 2 часа. За время расстойки заготовки должны несколько увеличиться в объеме. Выпекать хлеб будем в разогретой духовке при 180 градусах по Цельсию примерно 40-45 минут. Перед выпечкой делаем на заготовках разрезы средней глубины. Процесс выпечки обязательно контролируем, поскольку духовки у всех разные. После того, как выложим хлеб в духовку, стенки духовки нужно хорошо обрызгать водой. Выпекаем хлеб до золотисто-коричневатой корочки. Готовый хлеб остужаем на решетке. В день выпечки корочка у хлеба может показаться жестковатой. Полностью остывший хлеб заверните в пищевой целлофановый пакет,
так, чтобы к хлебу не было доступа воздуха. Положите его в холодильник на ночь, и на следующий день у хлеба будет абсолютно мягкая корочка. Посмотрим, какой хлеб в разрезе. Я нарезаю хлеб чуть теплым, не терпится посмотреть, какой он внутри. Несмотря на то, что хлеб не полностью остыл, структура мякиша у хлеба выглядит просто великолепной. Хлеб получился очень вкусным, ароматным. Я думала, что кишмиша в хлебе будет чересчур много. Нет, в самый раз.